Алькатрас – одна из самых известных тюрем в мире. Маленький остров посреди залива Сан-Франциско, голая скала, на которой стоит неприступный форт. Тюрьма проработала 29 лет, но все это время вселяла ужас в людей, которые мало чего боялись. Это были гангстеры, убийцы и похитители людей. Сюда отправляли самых страшных преступников Америки, уже без претензий на перевоспитание, которые существовали в других, более мягких тюрьмах. Считалось, что сбежать отсюда невозможно, но, конечно, люди все равно пытались это сделать. Днем 27 апреля 1936 года Джозеф Боуэрс, заключенный номер 210, кидал мусор в топку мусоросжигателя во внутреннем дворе тюрьмы. Внезапно он бросил тачку, которую вез, и побежал к забору, не обращая внимания на окрики. Ему даже удалось перелезть через забор. Затем раздался выстрел. Заключенный номер 210 упал с обрыва, пролетел 15 метров и разбился насмерть. В каком-то смысле он добился своего, умер за пределами тюрьмы. Такой была первая задокументированная попытка бегства из Алькатраса. Всего их будет 14, и все, кроме одной, провалятся. Остров Алькатрас расположен в 2 километрах от побережья Калифорнии, прямо в заливе Сан-Франциско, за знаменитым мостом «Золотые ворота». 2 километра – смешное расстояние. Город видно, со всех сторон берег. Казалось бы, прыгай в воду и плыви. Но это обманчивое впечатление. Вода в заливе Сан-Франциско ледяная, а течение сильное и несет прямо в открытое море. А иногда залив накрывают туманы, такие густые, что не видно собственную руку, не то что берег. Сам остров очень маленький, 500 с чем-то метров в длину и 180 в ширину. В центре, на вершине, сама тюрьма. Огромная коробка из толстого бетона с единственным входом. По периметру забор с колючей проволокой и вышки с охранниками. У охранников приказ стрелять на поражение. За забором крутой обрыв, где 6 метров, а где все 15. На одного заключенного иногда приходится по 3 охранников. В Алькатрас не попадали обычные заключенные. Сюда отправляли тех, кто окончательно достал начальство других тюрем. Психопатов, садистов, бунтовщиков и склонных к побегу. В американских тюрьмах очень быстро распространились зловещие слухи про остров. Все знали, что делают в Алькатрасе. Бьют, пытают, заставляют спать на холодном полу и так далее. Камеры были сырые, без окон, и там было не скрыться. Вместо дверей были толстые решетки. Многие сходили с ума. Известны случаи, когда люди отрубали себе пальцы топором, чтобы не работать в тюремных мастерских. Самоубийства были регулярным делом. Тюремное начальство признавало, что само существование Алькатраса имеет огромный воспитательный эффект. Преступники называли его между собой просто «скала». Соблюдай режим или поедешь на скалу. Это была действенная угроза. А на острове такой же жуткой славой пользовался местный карцер, более известный как дыра. Темные каменные мешки, где не было даже мебели. Заключенных сажали туда голышом. Но что забавно, были и преступники, которые просились в Алькатрас добровольно. Это были те, кто любил поесть, страдал от плохой тюремной еды. Все знали, что там по какой-то причине была лучшая тюремная кормежка в Америке. Конечно, даже в Алькатрасе были люди, которые пользовались особым расположением администрации. Например, здесь сидел свой 11-летний срок легендарный Аль Капоне. Камера у него была такая же, как у всех, сырая и без окон. Но ему привезли хорошую мебель, кровать, кресло и даже бюро. Он играл в тюремном ансамбле на банджо и достиг в музыке больших успехов. Кроме Капоне, в Алькатрасе сидели еще многие звезды преступного мира. Например, другая гангстерская легенда Микки Коэн, король ночного Лос-Анджелеса. Тут же мотал срок Мэшин Ган Келли. Не современный рэпер, нет, знаменитый киллер, убийца полицейских и похититель людей. Прозвище он получил за виртуозное владение автоматом Томпсон. Были еще десятки менее известных, но не менее жестоких преступников. Мафиози, налетчики, грабители банков, головорезы, бутлегеры и так далее. До 300 человек одновременно. Случались ссоры, драки, убийства. Охрана лютовала. И несмотря на то, что побег считался невозможным, а успешных побегов не было, люди все равно пытались бежать. Почти все, что вы видели в кино про побеги из тюрьмы, было сначала испробовано отчаявшимися заключенными в Алькатрасе.
В 1937 году двое заключенных, Теодор Коул и Ральф Ро, сообразили, что в тюремных мастерских с безопасностью похуже, чем в основном здании. Из мастерских они избежали, просто перепилили решетки украденными напильниками и вылезли в окно. У них были шины, чтобы смягчить прыжок 6-метрового обрыва, и канистры, чтобы держаться на воде. Стоял густой туман, и с вышек их не заметили. Но температура воды в тот день была 11 градусов. Туман, который мешал охране, мешал и беглецам. Было непонятно, куда плыть. Их тел так и не нашли. Некоторое время они фигурировали в списках самых разыскиваемых преступников, но официально считаются погибшими. Мастерские после этого перестроили. В 1938 году трое заключенных решили поступить радикальнее и напали на охрану. Охранника забили гвоздодером, завладели оружием, но как-то не сообразили, что на острове еще несколько сотен копов. Двоих беглецов застрелили, третий сдался сам. В 1939-м известный гангстер Артур Баркер по кличке Док и 4 его друзей перепилили решетки в камерах. Оказалось, что их не меняли со времен военной тюрьмы, и они были сделаны из мягкой стали. Внешние решетки выломали при помощи самодельного домкрата. Беглецам удалось добраться до берега, где они начали делать плот. Но пока они бродили у воды в поисках дерева, их заметил охранник с вышки и открыл огонь. Охранника премировали, а решетки заказали новые из закаленной стали. В 1941-м заключенный спрятался в мусорном контейнере и сумел добраться до берега. Все шло вроде бы хорошо, беглец оказался в воде и поплыл. И минут через 5 понял, что замерзает насмерть. Он с трудом доплыл обратно и сдался охране. В 1943-м заключенные напали на 2 охранников и связали их. Пока преступники ломали решетки, связанным охранникам удалось поднять тревогу. Один дополз до другого и засвистел в свисток, который висел у коллеги на шее. Охрана открыла огонь по беглецам, которые были уже на воде и держались за украденные бочки. Одному из выживших удалось спрятаться в пещере на берегу. Он сидел там 2 дня, а потом с голодухи залез обратно в тюрьму через то же окно, через которое вылез. Во время войны в тюремных мастерских шили форму для американской армии. В 1945-м один из заключенных сумел украсть полный комплект формы армейского сержанта. А дальше, посвистывая, прогулочным шагом дошел до парома на берег и поднялся на борт. При выгрузке с парома у всех, конечно, проверили документы, которых у ряженого сержанта, конечно же, не было. Беглецы тонули, получали пули, ломали конечности, пытались строить плоты и даже шить примитивные гидрокостюмы. Но самый кинематографичный побег случился 2 мая 1946 года. Он известен как «Битва на Алькатрасе». В попытке побега участвовало несколько человек. Самыми опасными были Бернард Кой и Джозеф Крецер, оба гангстеры со стажем. Кой сидел 25 лет за ограбление банка, а Крецер вообще проходил у ФБР как враг государства номер 4. Кой долго-долго изучал маршруты патрульных, пока не выучил их в прямом смысле наизусть. Еще он заметил, что галерею, которую патрулирует вооруженный охранник, отделяет от заключенных только решетка, и просветы между прутьями в ней довольно большие. В день Икс в блоке было 2 охранника – безоружный и вооруженный. Безоружного отвлекли и придушили, пока вооруженный был в другой точке своего маршрута. Когда он вернулся, его подстерег Кой, который несколько месяцев голодал, чтобы пролезть через прутья. Ему досталась связка ключей, винтовка и пистолет. С этим набором Кой и его друзья обезоружили еще нескольких охранников и выпустили десяток соседей. Правда, узнав план побега, многие вернулись обратно в камеры. План был простой – с боем прорываться к лодкам. И провалился он сразу. Подбирая ключи к замкам, гангстеры вставили не тот, и замок заклинило. Но тревогу пока еще никто не поднял. Мало того, как раз в это время в захваченный тюремный блок вошла новая смена охранников. Их сразу же взяли на прицел и разоружили. Теперь у бунтовщиков было 8 человек-заложников и приличное количество оружия. Бой за Алькатрас продолжался 2 дня. Заключенные отбивались яростно и сдаваться не собирались. На 2-й день тюремное начальство вызвало армию. На остров высадились американские морские пехотинцы, которые еще недавно рубились с японцами на Окинаве. Они без колебаний забросали тюрьму гранатами. Погибло 5 человек,
ранено было 14. Двоих из выживших казнили в газовой камере, а третий получил второе пожизненное. Меры безопасности на Алькатрасе серьезно усилили, и больше ничего подобного там не происходило. До легендарного и до сих пор загадочного побега 1962 года, известного как побег братьев Энглинов. Всего в побеге участвовало 4: братья Джон и Кларенс Энглины, Фрэнк Моррис и Ален Уэст. Стоит отметить, что ни один из 4 никого не убивал. Моррис торговал наркотиками и промышлял грабежом. Энглины занимались взломами и угонами машин. Уэст воровал и сел тоже за угон автомобиля. В Алькатрас все они попали за попытки побега из других тюрем. План разработал Моррис. Он заметил, что в блоке Б, где они сидели, за бетонными стенами камер есть старые вентиляционные шахты. Сам бетон тоже был очень старым и не очень прочным. Из ложки, расплавленной серебряной монеты и мотора от пылесоса заключенные соорудили дрель. В течение года они сверлили стену. Работать они могли час в день, когда по тюремным громкоговорителям передавали музыку. Отверстия маскировали пробками из смеси газет, воды и клея. Уэст и Моррис несколько месяцев выменивали у других заключенных прорезиненные плащи и куртки, из которых шили плот. Из того же газетного папье-маше они сделали тюки размером с человеческое тело и раскрашенные копии своих голов. Причем у голов были настоящие волосы, украденные в тюремной парикмахерской. В ночь с 11 на 12 июня 1962 года начался самый знаменитый побег в истории тюрьмы Алькатрас. Фальшивые тела накрыли одеялами, на подушки положили фальшивые головы. Братья Энглины и Моррис выбрались в тоннель. Уэст не полез. То ли не успел, то ли струсил. Именно от него мы знаем подробности побега. Вентиляционный туннель был очень узкий, всего метр в ширину. Пришлось сначала подняться по нему на 10 метров вверх, вылезти на крышу, а затем спуститься по трубе. 3 беглецов добрались до воды, надули свой резиновый плот с помощью мехов от аккордеона, который украли в кружке самодеятельности, и уплыли. Больше их никто никогда не видел. По официальной версии, они погибли в море. На дальнем берегу полицейские нашли кошелек, завернутый в пластик. Там были адреса и фотографии родственников Энглинов. Тут же болтался самодельный спасательный жилет со сломанным клапаном и обрывки прорезиненного материала. Вывод ФБР: все 3 утонули. Или нет? В 2011 году канал National Geographic сообщил, что есть и другой отчет ФБР, рассекреченный совсем недавно. И из него следует, что плот все-таки нашли, причем он был утащен от берега в заросли, и от него вели следы. Также известно, что 13 июня 1962 года около залива Сан-Франциско 3 неизвестных остановили машину, выкинули из нее водителя и скрылись. После побега Энглинов кто-то начал регулярно присылать их матери сначала цветы, а потом красивые открытки из Южной Америки. В 1973, когда она умерла, на похоронах видели 2 странных женщин, похожих на переодетых мужиков. В 2013 году ФБРовцы получили письмо, якобы от Джона Энглина. Джон утверждал, что у него рак, и он хотел бы вернуться домой. Он предлагал условия. Ему дадут год тюрьмы, но будут лечить. ФБРовцы посчитали письмо поддельным. В 2020-м газета Irish Business Post заявила, что новая ирландская система распознавания лиц нашла в своей базе фотографию 1975 года. На фотографии из Бразилии было 2 улыбающихся мужчин в солнцезащитных очках. С вероятностью в 97% алгоритм определил их как Джона и Кларенса Энглинов. Тюрьма Алькатрас была закрыта в 1963 году, через год после знаменитого побега. Содержать ее оказалось очень дорого. Здание быстро ветшало от ветра и морской воды. С 1983-го в окрестностях острова ежегодно проводится триатлон «Побег из Алькатраса». Участники должны проплыть 2,5 километра от острова до берега. Затем велосипедная гонка на 29 километров и пробежка 13 километров. Каждый год это кому-нибудь удается.